О спорт, ты мир. Все мы в той или иной мере знакомы со спортом. Кто-то с ним дружит, а кто-то нет. Кто-то без него не может, а другой не может с ним. В мире существует десятки тысяч различных видов спорта и миллионы спортсменов, и далеко не все виды спорта безопасны. Каждый год во время тренировок и соревнований погибает в среднем от 10 до 75% спортсменов. Смертность существует в любом виде спорта, но чем более экспериментальный вид спорта, тем больше смертность. По статистике, самые безопасные виды спорта – это плавание, гребля, фехтование, прыжки в воду и спортивная ходьба. Но существуют и весьма опасные виды, которые забирают множество жизней. Но несмотря на этот факт, некоторых экстремалов ничего не останавливает на пути. Десятка самых экстремальных и опасных видов спорта. Скалолазание и альпинизм. Скалолазание – весьма опасный вид спорта, и это ни у кого не вызывает сомнений. Но по статистике лишь 1 из 1750 спортсменов ежегодно терпит неудачу. Здесь силы спортсмена должны распределяться просто идеально. Сложность состоит не только в подъеме, но и в спуске. Большинство новичков совершает главную ошибку – отдают все силы во время подъема и забывает, что спуск не менее тяжелый. Специфический момент в альпинизме: при любой тяжелой травме вы скорее приблизитесь к смерти или, в лучшем случае, больничной койке. Альпинизм квалифицируют как вид спорта 5-го уровня опасности. Мотоспорт. Смертность в мотоспорте не настолько велика, как могла бы быть благодаря профессиональному оборудованию для обеспечения безопасности спортсменов на трассе. Не так опасны переломы, травмы и ушибы. Реальную угрозу для здоровья спортсменов несут экстремальные нагрузки, которые испытывает тело во время гонок. Сумасшедшая центробежная сила, постоянное напряжение психики и тела мотогонщика в прямом смысле уничтожают организм. Постепенно повреждаются мышцы, кости и внутренние органы. Во время гонки спортсмен в среднем теряет 4-5 килограммов из-за защитного костюма и стресса. Также происходит и у гонщиков Формулы-1. Через пару лет профессиональных гонок и тело гонщика просто нуждается в капитальном ремонте. Родео. Этот вид спорта отдаленно напоминает верховую езду, но только очень отдаленно. В среднем за 8 секунд, когда спортсмен находится на быке, ему уже гарантирован вывих запястья. Если вы упадете с быка, а это бывает практически всегда, ваши шансы быть раздавленным быком резко увеличиваются, точно так же, как и вероятность получить опасное или даже смертельное ранение рогом. Ежегодно жертвами быков во время родео становится около 80 тысяч человек. Это учитывая тот факт, что данный вид спорта далеко не так популярен во всем мире. Радует, что у нас его практически нет. Но вот в некоторых странах Европы он начинает набирать обороты. Так что, если вы заинтересовались родео, то лучше быть просто зрителем. Парашютный спорт. Парашютный спорт является экстремальной дисциплиной, которая, конечно же, связана с повышенной опасностью для здоровья и жизни спортсменов. Перед тем, как совершить свой прыжок, вас обязательно попросят подписать документы о добровольном характере прыжка и отсутствии претензий к организаторам. В среднем смертность в парашютном спорте составляет 13 человек в год. Смертельный исход составляет 0,03%, а травмы получает около 0,1%. Вероятность погибнуть, совершая прыжок с парашютом, в 233 раза меньше, чем погибнуть от огня. Несчастные случаи случаются, как правило, по вине парашютиста и из-за его неправильных действий. Так, около 30% несчастных случаев происходит из-за неправильного приземления, около 25%, когда парашютист не пытался открыть запасной парашют, и около 20% из-за открытия запасного парашюта на низкой высоте. Оставшиеся 20% несчастных случаев происходят из-за неправильной работы или отсутствия страхующего прибора, из-за потери сознания парашютиста или других независящих от спортсмена факторов. Несчастные случаи с летальным исходом чаще происходят далеко не с новичками, и случается это из-за излишней самоуверенности, недисциплинированности, неосмотрительности и принятия неправильного решения. Чтобы уберечь себя, не экономьте на прыжке.
Прыжок будет стоить максимально дешево там, где экономят на самолете, горючем, инструкторе или экипировке. Рафтинг. Рафтинг относится к экстремальным видам спорта. Именно поэтому безопасность здесь превыше всего. Без спасательного жилета и каски нельзя садиться на плот. Выбирайте экипировку строго по своему размеру. Не надевайте жилет на каску большего размера. Рафтинг представляет собой сплав по рекам на специальной лодке, которая называется рафт. Он обладает хорошей устойчивостью на воде и высокой плавучестью. Главная опасность этого вида спорта состоит в том, что существует огромный риск выпасть из плавучего средства. Специально для этого по периметру судна располагается веревка, за которую следует крепко держаться в случае удара. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо выбирать профессионалов. Узнайте о компании-организаторе как можно больше информации, об опыте инструкторов и есть ли у них подтверждающие сертификаты и вообще разрешение на работу. Регби. У этих спортсменов весьма велики шансы попасть на больничную койку. Во время игры спортсмены постоянно толкают друг друга. Не имея достаточной защитной экипировки, регбисты постоянно получают растяжения, разрывы, мышечные травмы и переломы. В среднем каждый игрок получает около 2-3 мелких травм за матч, а более тяжелые травмы гарантированы более четверти спортсменам после каждого матча. Поэтому, если вы хотите стать постоянным клиентом в больницах, регби именно для вас. В другом случае смотрите игру по телевизору. Так безопаснее. Серфинг. Довольно опасный экстремальный вид спорта. Здесь риск утонуть весьма велик. Основная причина утопления – потеря сознания. Именно поэтому отправляйтесь покорять волны с друзьями. Но не только это является главной опасностью серфинга. Морская фауна, особенно акулы, представляют огромную опасность для серфера. Но кроме акул, спортсменам следует опасаться тюленей, змей, медуз и скатов. Некоторые волны, отлично смотрящиеся с берега, могут запросто сломать кости. Не самую лучшую компанию могут составить местные серферы, поэтому ведите себя всегда дружелюбно. Подводные течения могут в 1 секунду смыть вас в океан. Доски для серфинга, ремень, морское дно и большое количество начинающих серферов. Все это может вам навредить. Стоит взвесить все «за» и «против» перед тем, как отправляться покорять волны. Верховая езда. Пока вы крепко держитесь в седле, причин для паники нет. Но если вы упали, то, к сожалению, переломы рук и ног, таза, позвоночника или плечевых суставов вам обеспечены. И это лучший вариант, чем лошадь, которая весит около 800 килограммов, пройдется по вашему телу. По статистике, во время верховой езды люди получают 40 тысяч травм в год, в том числе и смертельных. Здесь отношения жокея со своей лошадью должны быть просто идеальны, а в противном случае стоит надеяться только на удачу. Дайвинг. Весьма опасный вид спорта, требующий от человека максимум подготовки и самодисциплины. Ежегодно более 8 тысяч человек остаются инвалидами. Погружения под воду несут в себе потенциальный ущерб для мозга, легких и сердца и часто заканчиваются смертью. Находясь в подводной пещере на глубине более 100 метров в темноте, человек испытывает огромный стресс, и любые неполадки с оборудованием, ошибки дайвера или встреча с подводными существами могут привести к летальному исходу. Использование акваланга таит в себе немалую опасность. Погружаясь на глубину под большим давлением, вдохнув азот, человек может стать невменяемым и совершить самоубийство. Причиной этому является нарушение работы мозговых центров. Поднимаясь на поверхность очень быстро, можно заработать кессонную болезнь. Именно для этого дайвера необходимо спустить на достаточную глубину для декомпрессии. На глубине до 30 метров дайвер может получить разрыв барабанных перепонок, повреждение кровеносных сосудов, переохлаждение или кровоизлияние во внутренних органах. Бейсджампинг. Самым опасным в нашем списке видом является бейсджампинг. Он представляет собой прыжки с парашютом с объекта. Такие прыжки совершают с невысоких строений, таких как мосты, скалы, водопады или какие-либо сооружения. Такие прыжки очень опасны, ведь любое несоблюдение правил приведет к гибели спортсмена.
Чтобы начать обучаться бейсджампингу, человеку должно быть больше 18 лет, и у него должен быть большой опыт прыжков с парашютом, более 150 прыжков, которые заносятся в книгу парашютиста. В мире существуют такие виды бейсджампинга: фрифол, что переводится как «свободное падение». Это самый популярный вид прыжков, где спортсмен сам открывает парашют. Макконки. Выполняя такой прыжок, купол парашюта свешивается перед спортсменом. Макконки можно практиковать только в спокойную погоду, чтобы не запутаться в куполе. Pilot Chute Assist. Во время такого прыжка парашют находится в руке ассистента, стоящего на том объекте, с которого будет совершаться прыжок. Wingsuit. На спортсмена надевают специальный костюм, который придает ему форму крыла. Групповые прыжки. Такие прыжки смотрятся довольно зрелищно, но повышают уровень опасности. Эти прыжки должны выполняться только очень опытными спортсменами. Акробатика. Во время свободного падения спортсмен выполняет акробатические трюки. Wrong way. Сумка с парашютом находится на груди бейсджампера, а он прыгает спиной вперед. Первый бейс-прыжок выполнил русский студент Владимир Осовский. Он совершил прыжок во Франции с моста высотой 60 метров через Сену. Совершая прыжки, пристальное внимание следует уделить объекту, с которого будет прыгать спортсмен. Очень часто причиной смерти в бейсджампинге является столкновение с объектом. Перед каждым таким прыжком необходимо произвести расчет, изучить направление и силу ветра, тщательно изучить площадки для приземления. С 1981 по 2017 год произошло 312 смертей во время занятий бейсджампингом. В 2015 году во время прыжка высотой более 2000 метров в парке в США погиб один из лучших спортсменов Дин Поттер и его напарник. Как видите, любой спорт может быть опасным, но экстремальные виды спорта особенно. Поэтому следует 1000 раз подумать перед тем, как начинать заниматься одним из видов спорта из нашей десятки. А если вы решили, тогда следует безоговорочно соблюдать все меры и правила безопасности, чтобы защитить себя от внезапной смерти. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!